Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами. С Василием Волгой, он на связи. Василий Александрович, здравствуйте. Мои приветствия вам и вашим зрителям, Александр. Здравствуйте. Очень напряженное событие. Будем обсуждать Давос. А Давос пестрит очень интересными поворотами. И, судя по всему, американцы берут быка за рога. Ну, это можно считать по речи Виткофа там на застольях с микрофоном, да. Это можно, в принципе, по такому развороту Зеленского тоже считать. Это все обсудим. Прежде я хотел бы всех попросить поставить лайк и подписаться. Подпишитесь на Василия Волгу в телеграм-канале. Ссылка в описании традиционно, как всегда. И, конечно, напишите в комментариях, как вы относитесь к этим всем умопомрачительным событиям. Мы не видим еще, не понимаем, можем только по состоянию на момент нашего разговора, можем только предугадывать определенные линии. В общем, Зеленский летит в Давос на взбучку, или, скажем так, на жесткий прогиб, или просто потому, что у Трампа стрельнуло, что Зеленский где-то в зале, поэтому давай, прилетай. То, что говорит Витков, это отдельная вообще история. Нам говорят о каких-то пошлинах, которых не будет. Нам говорят о промышленности. И вообще Витков очень интересную интригу подвесил. Говорит, один вопрос нужно решить. Один. А мы смотрим, анализируя ситуацию, каждый день, да, вот наблюдаем, а там не один вопрос. Там вопросов на самом деле целый воз. Так что повез Зеленский в Давос? В полурифму начинаю я наш с вами разговор. Ничего другого Зеленский не повезет в Давос, как просьбу о деньгах. Слишком, знаете, это разрекламированное его еще с таким громким названием, как это называется, план процветания, да, или как у нас все-таки название в последнее время приобретает. Например, пункт несокрушимости, да, где сокрушают тех мужчин, которые случайно зайдут погреться. ТЦК стоит, ждет и сокрушает. Вот пункт несокрушимости. Также здесь процветание. Знаете, вся эта история с вот этими пунктами несокрушимости и с процветанием 800 миллиардов долларов. Да? Это очень сильно похоже, знаете, я писал, кстати, об этом. Фильм такой был «Ширли Мырли». Вот его сняли в 1995 году, прошу прощения. Да? Вот. То есть, еще до всех этих событий. Вот. И там был такой сюжет, что, значит, в России нашли алмаз, самый большой алмаз в мире. Алмаз назывался «Спаситель России». И все россияне переезжают жить на Канарские острова. Вот это, знаете, этим царством Божьим в Европейском Союзе нас очень долго прельщали. Нам рассказывали сказочку о том, что где-то там хранится какой-то алмаз, или я не знаю что. Каждый европеец каждый день думает, как бы это обеспечить украинца там, и тому подобное. Вот, и мы все время ведемся на это. Вот. И вот сейчас вот обещается 800 миллиардов нам эти деньги дадут. Этих денег в природе не существует. Вот. Но будет, естественно, каким-то образом Зеленский, вы знаете, мне кажется, он будет искать какой-то компромисс между позицией европейской и позицией американской. То есть он сейчас находится, по большому счету, на серьезном разрыве Зеленский. Вот. И будет пытаться найти какой-то милость. Но, знаете, я хотел бы, вот, если это возможно, конечно, высказать вот свою оценку Давоса и того, что произошло в Давосе. Мне видится, знаете, что Трамп, во-первых, это очень серьезный парень. Первое. Второе, за этой, знаете, за эпатажностью, которую мы наблюдаем Трампа, да, с кем его только не сравнивают. Кто-то с Муссолини, вот, кто-то с Жириновским, а кто-то даже с современным Лениным, что он производит революцию. А вот мировую революцию, и меняется мировой порядок благодаря его вмешательству. Я вам скажу, я же вижу то, что Трамп на самом деле выводит Америку из плоскости двойных стандартов. По большому счету, западный мир благодаря Трампу сейчас выходит из плоскости двойных стандартов. Когда говорили одно, а делали другое. Трамп сбрасывает это покрывало. Вот, и мир, как это ни удивительно, несмотря на такую, на первый взгляд, хаотичность поведения Трампа, мир становится более прогнозируемым. То есть, на самом деле,
миром начинают руководить не какие-то призрачные европейские ценности, там, например, да, и не какое-то никогда не существовавшее международное право, вот, а все обращаются к праву сильного и к интересам. Миром руководят интересы и силы тех, кто, собственно говоря, за этими интересами стоит, кто их пытается добиться. Ну и, конечно, Гренландия. Да? В требовании Трампа по Гренландии это требование совершенно, в моем понимании, обосновано. Вот мы об этом с вами уже говорили в прошлый раз. Вот и обосновано оно в первую очередь тем, что в противостоянии Соединенных Штатов и Китая, как-то неудивительно, климатические изменения вмешиваются самым, что ни на есть, стремительным образом. Я имею в виду Северно-морской путь. Там два пути, по большому счету, есть. Да, но вот Северно-морской путь, который летом уже совершенно не замерзает. И благодаря развитию атомного ледокольного флота России, активной помощи Китая в этом процессе, скорость доставки китайских товаров из Китая на европейские рынки сокращается, ну, по большому счету, до 10 дней, 2 недель. Вот. И последняя данная ситуация. Что еще важно? Почему Трамп так активно борется за вот эту ледовую шапку, на земном шаре? На сегодня самый, конечно, большой, это вне конкурентов, самый большой актор, который контролирует Северный Ледовитый океан, Северный полюс, это, конечно, Российская Федерация. В силу протяженности границ, вот, она контролирует практически половину Северного полюса. И это та часть, куда американские авианесущие группы, вот у них всего 11, да, если я не ошибаюсь, атомных авианосцев Соединенных Штатов, и постоянно действующих 8-10 авианосных групп по всему Мировому океану, то есть они контролируют практически все. Сейчас Трамп продемонстрировал, что он не будет стесняться в разрыве логистических цепей, если это надо арестовывать суда, если надо применять военную силу для того, чтобы это делать. Но вот именно Северно-морской путь неконтролируемый. Понимаете? Для Китая эта артерия становится жизненно необходимой. И сюда никаким образом не может забраться Трамп. И, соответственно, контроль, в первую очередь, конечно, военный контроль, способность адекватно реагировать на военные вызовы и при необходимости мешать Китаю в этой ситуации для Трампа критически важны. Так что я лишний раз считаю претензии Трампа на Гренландию обоснованными. В какой уж форме Трамп Гренландию будет там забирать по кускам, полностью, там разные появляются, там, да, Рютте что-то там заявляет в этом смысле. Вот, что только части Гренландии нужны в смысле для размещения американских баз. Может быть, это такая форма оккупации, да, то есть, когда сначала размещаем базы, а потом объявляем, что ну, вы уже приехали, вы уже прибыли. Возможно, это будет так, но вне всякого сомнения, Гренландия и Канада – это предмет особого интереса Трампа. Вот. Ну и завершая нашей ситуации, знаете, я хочу сказать, что для Украины крайне плачевная ситуация. Крайне плачевная ситуация. Мы с вами Новый год так начинали, вы спрашивали об оценке. Я тогда сказал, что это катастрофическое положение дел для Украины и крушение, по большому счету, Североатлантического альянса. Возникшие просто глубочайшие противоречия между европейскими странами. Это сейчас также серьезнейшим образом повлияет на способность европейских стран собрать 90 миллиардов евро для Украины помощи. Я, например, уже практически не вижу. Вот я сегодня с утра специально сел просматривать европейскую прессу, в первую очередь немецкую. Я читаю на немецком языке. И я вижу, до какой степени не только растерянность, а я вижу, как и левые, и правые политики, центристы просто молчат. Но и левые, и правые политики говорят о том, что все, хватит. У нас больше нечего отдать Украине, говоря о 90 миллиардах для Украины. И в апреле месяце у Украины деньги просто-напросто заканчиваются. Так что сие положение для Украины, конечно, трагично. Вот. Но в мире, благодаря действию Трампа, появляется больше прозрачности, по моему мнению. Становится на свои места, вместо болтовни
о ценностях, о либеральных ценностях, демократических ценностях, становится на свои места сила. Вот. Соединенные Штаты, они, собственно говоря, никогда раньше по-другому и не действовали. За 80 лет после войны почти что, да, Соединенные Штаты провели почти 50 незаконных войн и интервенций, на которых не давалось санкций Совета Безопасности ООН. В этих войнах погибло по разным оценкам, вот, например, Даниэль Ганцер, оценивая это до 10 миллионов мирных граждан убили Соединенные Штаты Америки в разных странах мира. Но никто об этом, собственно, не говорит, потому что на этом было одеяло двойных стандартов. Сегодня, по моему мнению, после выступления Трампа в Давосе, Соединенные Штаты это одеяло двойных стандартов себя сбросили. Ну, смотрите, тут же появляется новый орган. Причем так интересно, потрясающий с точки зрения политики. Вот именно политический ход совершил Путин буквально вчера. Он комментирует ситуацию с предложениями. Витков говорит, последний согласованный пакет, ну то есть с пунктами, сколько их он не называет, это не Зеленский, который 20, он везет в Москву. Путин подтверждает, да, ну там Дмитриев приезжал в Давос, встречались они с Витковым, в Давосе тоже Буданов, ну и вот Зеленский. Ну про Украину сейчас немножко позже поговорим, там попробуем оценить ситуацию на местности и как вообще будет приниматься мир, очертания которого сейчас набрасывают, да, нам вот эти заявления и, ну, это Давос, да. Так вот, он говорит, слушайте, передали Лаврову в Министерство иностранных дел, все будем детально прорабатывать, учитывать. Встреча с Витковым у Путина то ли к вечеру ближе сегодняшнего дня, то ли завтра утром. Посмотрим, как там, да, как зайдут посекунчики. Уже все там шутят, что понравились посекунчики, или там скоро будет квартиру покупать Витков в Москве, потому что очень уж часто он ездит. Но это все как бы словеса. По сути, Путин делает очень интересный ход. Хотя тут надо разбираться. Значит, вчера, точнее даже позавчера, Лукашенко выходит и подписывает документы о том, что Беларусь в Совете мира Трампа. Сегодня, кстати, подписание устава, церемония в Давосе. То есть Трамп Совет мира учреждает. Есть уже страны, которые говорили, мы будем, Азербайджан, Нетаньяху, другие страны, в общем, да-да-да, мы здесь. Есть страны, которые говорят нет, ну, как Стармер говорит, не-не-не, Макрон, да нет, меня там не будет. То есть пытаются участие или неучастие в Совете мира как-то, знаете, да, вот... Политизировать они пытаются. Торговаться пытаются. Торговаться, по сути, это торги такие, да? А вот Гренландия, никогда не уступим, говорит Стармер. Да. Но Путин говорит, смотрите, ну, Лукашенко подписывает и говорит, это все вранье, не нужен никакой 1 миллиард, чтобы вступить. А Путин говорит, мы готовы передать 1 миллиард в Совет мира, только возьмите, пожалуйста, на той полке, на той тумбочке, которую вы заморозили. Ну, понятно, что кто-то посмеялся, говорит, ха-ха-ха, мол, это вот игра, но игра достаточно интересная. И просто надо же знать Трампа, а он возьмет. Ну, вот понимаете, а он возьмет этот 1 миллиард, а это раскупорит кубышку. Плюс еще Путин лично заявляет, ну там уже кто как трактует, да, кто-то говорит, что с этих там 300 миллиардов, которые почти остаются, да, он будет восстанавливать зону боевых действий, то есть со своей стороны, ну то есть там Донбасс, то, что у него, да, вот оказалось по итогам войны, его как бы приобретение территориальное. Некоторые говорят, что это вообще на Украину в целом, на восстановление, то есть деньги эти будут как... Витков не просто так сует эту беспошлинную зону, то есть это будет такое вливание, капитал для того, чтобы, в общем, закрутить бизнес-проекты, причем российско-американские и так далее. Но ведь если вдруг... так получится, что Трамп засунет жало в эти замороженные активы, это вообще меняет всю войну. И вот ту математику, на которой вы делали упор в начале, европейцы 90 миллиардов, Зеленский, отдайте 800 миллиардов, это абсолютно меняет конфигурацию. То есть сейчас уже многие в Украине говорят, а так а за что идет война? Ну вот сейчас.
Вот эти все присказки, сейчас придут россияне, там, буряты и все остальные, всех поработят, уже не работают. А тогда, когда с макроэкономической точки зрения это все будет выглядеть вообще иначе. Как вы думаете, как бы клюнет Трамп на этот миллиард? Почему же нет? К тому же я не вижу, что это совсем уж такой, знаете, ну как сказать, шутка. Дело в том, что эти миллиарды, они принадлежали и принадлежат Российской Федерации. Мало того, они принадлежат так фундаментально, что даже тогда, когда они собирались в надежде конфисковать эти активы, да, то они не смогли этого сделать. Они все испугались. Все испугались. И там как не пытался, там чуть ли не с кулаками, как описывают участники этой встречи, бросаться на Макрона. Макрон же один из тех, кто заблокировал. Как не пытался Мерц там кричать на него, с кулаками на него бросаться, но ничего не произошло. И Италия отказалась. Ну, то есть, они испугались. Ну, в первую очередь, конечно, Бельгия испугалась. Потому что если все-таки хотя бы в какой-то степени придерживаться, хоть в какой-то, хоть в малейшей степени придерживаться основ экономического права, то тогда им всем придется заплатить и их народы за эти миллиарды. И вернуть с процентами. Их народы за эти миллиарды их не поблагодарят. Так что это совершенно законный российский актив. Первое. Второе. Да, конечно, Трампу никто не скажет ничего против. Во-первых, на территории Соединенных Штатов заморожены активы российские, там, если не изменяет память, до 8 миллиардов. То есть, там есть что взять на территории Соединенных Штатов. Вот, то есть, Трампу не нужно просить разрешения у европейцев. Вот. И каким образом будут использованы остальные активы, вы знаете, Россия себе сейчас, ну, мы должны это признать, может это позволить. Ведь посмотрите, ситуация какова, что на протяжении только вот времени войны, за последние 4 года, золотовалютные резервы России не то, что они увеличились путем прямого внесения золота, да, в хранилища золотовалютные, а только за подорожание цены, увеличение цены на золото Россия дополнительно заработала почти $250 триллиона. То есть, почти 250 миллиардов долларов. Это сравнимо с тем, что заморозили европейцы, что там находится у них, даже превышает эту сумму. Так что экономическое положение России таково, что она сегодня, конечно, может в определенном смысле банковать. В отношении УИТКов и беспошлинной зоны. Что вам опять-таки хочу сказать, что действия Трампа, если это идея Трампа о беспошлинной зоне, то действия Трампа, они совершенно логичны. Сначала Трамп получает полное распоряжение, то есть Соединенные Штаты получают полное распоряжение украинские недра. Зеленский их продал. Ну как продал? Ну продал фактически за ту помощь, которую он объявлял безвозмездной, которую вроде бы там Байден заявлял о том, что она будет безвозмездная. Трамп пришел и сказал: ребят, хватит, это ничего не безвозмездно, вы должны. Увеличивает в несколько раз сумму, которую реально получила Украина, и заставляет Зеленского подписываться под этой суммой, собственно говоря, продавая украинские недра, право на разработку украинских недр на многие десятилетия вперед. Первая ситуация. Вторая ситуация. Для того, чтобы что-то заработало, то ведь не просто, знаете, взять деньги и построить завод, который будет производить кастрюли. Надо, чтобы эти кастрюли были конкурентоспособны, и надо, чтобы их кто-то покупал. Почему кастрюли? Ну, к примеру, я не знаю, кастрюли, там, тарелки, автомобили, еще что-то. Да? Но для этого необходимы все ресурсы, которые должны быть дешевые, и взять их больше негде, кроме как у России. Необходима дешевая рабочая сила, более-менее подготовленная, которой негде больше взять, как, например, в Бангладеш, там, я не знаю, вот в африканских странах, там, откуда-то, оттуда можно взять эту рабочую силу. И организовать, законодательно организовать беспошлинную, безналоговую, беспошлинную зону. Да, то, что можно сделать. Что происходит? Очень важно понять, и вот нас с вами, я смотрю комментарии, нас с вами смотрит очень много киевлян, украинцев очень много смотрит ваш канал. Вот. Очень важно понять, дорогие друзья, что заканчивается программа по превращению Украины в такую себе новую Африку.
То есть, как до сих пор в Африке, в некоторых ее регионах, для европейцев, для французов в частности, африканские племена добывают литий, где дети от 6 лет, от 5 лет работают руками, выгребая это все. Вот в нечто подобное заканчивается эта программа превращения Украины. И действительно, так произойдет. Действительно, если зона будет беспошлиной, действительно, если это будет международная договоренность о принятии этой беспошлинной зоны. И действительно, если вдруг будет тогда восстановлено экономическое сотрудничество с Востоком и Западом, остается один вопрос, а он уже достаточно хорошо решаемый. Это вопрос человеческих ресурсов. И вы понимаете, в этом даже европейцы, трудовых ресурсов, в этом даже европейцы поддержат Трампа. Ведь тот поток, который сегодня вызывает такие огромные споры, поток, ну, как это сказать, людей из третьего мира, давайте скажем так, да, это разные люди, это и Афганистан, это и Нигерия, это, ну, то есть со всего мира, это люди там и темного цвета кожи, люди и совершенно с другими религиозными взглядами, люди, которые часто совершенно никаких взглядов не имеют, а просто организовываются в банды. Это то, что сегодня представляет из себя действительность, например, французская, действительность, например, немецкая в некоторой части районов Германии. Да? Вот. Так вот, это можно перенаправить куда? В Украину. И вот это то, к чему мы с вами, дорогие мои друзья украинцы, слушайте внимательно. То, к чему мы с вами пришли, начав прыгать на Первом Майдане 2004 года, когда мы с вами просто-напросто первый раз дали поддых Украине, когда Украина стала по-настоящему подниматься, когда темпы экономического роста были фантастическими, 9%, 12,3%, поддых стали прыгать, что произошло? Окружили Верховный суд, под страхом убийства судей Верховного суда Украины приняли решение о третьем туре, который Конституция не предусмотрена. Первая нелегитимность, разрушение правопорядка, основ и первый отход от нашей субъектности, от суверенности. И мы становимся первый раз рабами, вот в первом приближении рабами. Ну, второй, конечно, мощнейший удар, кровавый удар. Это удар 2014 года. Все. И с этого момента мы с вами стремительно теряем суверенитет, стремительно становимся игрушкой в чужих руках. И в конце концов, когда сегодня вот эта болтовня о ценностях, которые, знаете, европейцам легко защищать. Это как киевлянам сегодня. Знаете, легко было говорить про ценностях, пока Донецк сидел без воды и без канализации. Легко было говорить о ценностях, когда перекрыли Крымский канал крымчан. Легко было говорить о ценностях, когда взорвали террористические акты, совершили. Взорвали линии электропередач, и Крым также погрузился в тотальный блэкаут. А сейчас старый вопрос. А нас за что? Вот это та самая война, которая злая тетка, которая смерть несет. И вот в конечном итоге истощенная, изуродованная, я обвиняю в этом именно вот это националистический тренд. Тренд, который был направлен на уничтожение суверенитета Украины. Тренд, который был направлен на разжигание межнациональной, межрелигиозной розни на территории языкового, что сейчас происходит, остановиться не могут. То есть набрало такого оборота вот это языковой вопрос, обострение на языковом принципе, что до сих пор глотки грызут тем людям, которые говорят на родном языке, на том языке, на котором их мать пела им колыбельные песни. Довели. Сказали, что нас не интересует ни законы экономики, ни закон общественного развития. Да, Василий, нам смотрите. Наше место в мировом разделении труда, нам на это плевать. Довели. И вот сейчас то, что сказал Уитков, я расшифровываю вам, дорогие мои братья и сестры украинцы. Я вам расшифровываю. Нас с вами превращают в хлеб. Нас с вами превращают в самый настоящий отстойник. Нас с вами превращают в Либерию. То есть там, где детки ручками, уничтожая свое здоровье и погибая от отравления литием к 16 годам, гребут для французов литий и для всего остального мира. Вот это то, что будет. И заполнят наши с вами улицы. Заполнят
афганцы, заполнят нигерийцы, заполнят сирийцы, заполнят, все заполнят. Только нам с вами, украинцы, нам с вами места там, на нашей земле, уже не будет. Вот до чего доборолись. Интересно выглядит на фоне этого паноптикума. Извините, что... Ну, смотрите, да, вот Давос, да? Ну, как его еще характеризовать? Я просто... Вы вот раскладываете эту историю, а это же тоже цирк был. Выходит Трамп и говорит, у сомалийцев низкий IQ. Да. И как-то так, знаете, как-то так немножко, аж какой-то ступор напал. Потому что нельзя же так. Ценности, как же мы? Ценности? Ну, вот когда вы рассуждали о ценностях, к чему они привели, то вот прям перед глазами этот момент, и ничего страшного, толпятся у входа, там прутся к этому Трампу послушать, а им говорят организаторы Давоса, не-не-не, нет места, идите вон, там зал, там телевизор, там трансляция, там еще что-то, не влазит, рукавичка маленькая, то есть они все, и вот это все, ура, там Трамп феерически выступил, ну, понятно, да, те, которые поддерживают Трампа, а он же там в речи, IQ низкий, да елки-палки, то есть, ну, действительно... Знаете, мне вот еще раз вот вначале стал говорить о том, что разные аналитики, психологи, психосоциологи, вот появился такой недавно, да, новый раздел науки «Социальная психология», ну, относительно недавно. Вот. Они пытаются Трампа сравнивать там с разными фигурами. Но мне Трамп очень напоминает Муссолини. Ну, во-первых, он националист такого же масштаба. Да, его нельзя назвать нацистом, хотя можно в определенном смысле назвать Трампа нацистом. Можно. И если бы Трамп умел писать книги, то, вероятно, он бы написал свою доктрину фашизма, которую в свое время написал Муссолини. Да, то есть, она бы у него была, эта книга написана. Потому что то, как действует Трамп, собственно говоря, что и отличает фашизм, вот фашизм пучок, да, в переводе. Смотрите, то есть, вот, что отличает фашизм, это доминант, то есть, это акцент на доминанте своей нации. Трамп это делает. Сделаем Америку снова великой. Для него существует американский народ, который имеет самый высокий IQ в мире. Там сомалийцы, нигерийцы и все остальные, они имеют более низкий. Да, там, может быть, растут. Также рассуждал Гитлер. У Гитлера в «Майн кампф» есть та же самая параллель, когда он говорит о том, что арийская нация – это нация германская. Он выступает за аншлюз сначала Австрии, да, потом присоединение также и Померании, то есть Чехии, части и тому подобное. И потом он не говорит про IQ, но он говорит про высокие духовные, нравственные, моральные ценности, волевые ценности. То есть, вот Ницше тогда запустил этот процесс вот, воли, да, то есть... Жизнь – это как воля к власти, да, это как движение к власти. Вот это воление власти. Вот. Ну и после этого это вошло во все такие работы. Вот. И дальше он говорит, датчане – это почти мы, только не чуть-чуть ниже нас. Потом дальше пошли поляки. Ну, это, вы знаете, это то, что может быть в нашей прихожей стоять. Славяне – это то, что нужно 80% уничтожить, 20% оставить для того, чтобы они в конюшнях наших работали, ну и так далее. Нечто подобное говорит Трамп. Почему я говорю, что мир становится более прогнозируемым? Потому что на самом деле мы с вами видим настоящее лицо, с кем мы работаем. До тех пор, пока вот эта вот болтовня о либеральных ценностях, демократических ценностях, правах человека, она висела, и средства массовой информации мощно развитые. Американские, европейские СМИ, они самым эффективным образом, используя пропаганду, рисовали ангелов из этих чертей, то, к сожалению, в том числе и украинцы, в огромном своем количестве, поверили в это вранье. Поверили в это вранье. К сожалению, сегодня, когда идет вот эта вот такая очень сильная борьба, страшная борьба. Знаете, недавно в Германии вышла книга Александра Рара. Великолепная книга, она мне очень понравилась, просто прекрасная книга. Она называется «Das Golden Tor von Kiev». Ну, то есть «Золотые ворота Киева». Да, так называется книга. И он говорит о том, что война
происходящее сегодня на территории Украины, это как раз-таки не война в политологическом смысле, это война в ценностном смысле, да, это война в культурном смысле, это война сродни религиозной войне, вот та, которая ведется, потому что уровень ненависти между сторонами достигает именно религиозной ненависти, когда компромиссов быть не может. И вот в этом противостоянии, в этой очередной попытке разбить славянский мир, то, на чем я стою, русский, украинский, белорусский, разбить нас в этом очередном крестовом походе, к сожалению, многие также смотрели на эту вывеску, ценностную вывеску там, о правах человека или еще о чем-то, и верили этому вранью. Они не смотрели на факты. Они не смотрели на разбомбленный Белград. Они не смотрели на повешенного Саддама Хусейна. Они не смотрели на уничтоженные миллионы мирных жителей. Они на вывеску смотрели. И вот сегодня Трамп на самом деле говорит: а у вас IQ низкий, потому что вы не принадлежите к нашей нации. К нашей нации принадлежат американцы. Вот. Но, правда, знаете, мне очень интересно, он еще не сделал заявки по поводу IQ русских и китайцев. Вот стоит ему сделать еще эти заявки, ну тогда можно будет совершенно спокойно там не брать получится. «Майн кампф», вторую часть книги, да, «Майн кампф», там, где вот как раз-таки, где Гитлер развивает идеи нацизма, идеи необходимости окончательного решения еврейского вопроса, славянского вопроса там, и так далее. И просто туда вставлять вместо немецкой нации американскую нацию, и все будет становиться на свои места. Ну, там не получится, потому что, как это, помните эти две фотографии победителей школьных олимпиад в США и в Китае, да? Или команды на мировой олимпиаде США и Китай. Да? Сразу видно, то есть, как бы. Кит Келлог выполз. Но он очень интересно рисует, обрисовывает ситуацию. Говорит, к 24 января, господи, к 24 августа, ко Дню независимости, война закончится. Картина ваша, которую вы обрисовали, ну, что прямо следует, как бы, распаковка мысли Уиткофа, это, в принципе, где-то что-то похожее на то, что говорит Тимошенко, которой прищемили хвост, и она сейчас судится со всеми на свете и, в общем, борется политически. Она так и говорит, лет через 5 не будет Украины. Ну, там какой-то флаг будет, какой-то гимн ставят, а вот Украины не будет. Ну, то есть, это, в принципе, укладывается в это видение. Хотя, условно, там, вы и Тимошенко, это вообще два разных политика. Ну, то есть, идеологически, но совершенно под разным углом видно одно, да, то есть, одно будущее. Келлог говорит, переживем эту зиму, и вот, значит, победим. И все как-то так смотрят на это заявление. Ну, во-первых, кто такой Келлог? Его там подписывают, что он представитель в Давосе. Ну, он когда-то по Украине был представитель, сейчас вроде как не представитель. Но его как бы с легкой руки Трампа, он его идиотом охарактеризовал. Ну, вот так. Он там рассказывал о том, что Зеленский второй Линкольн, там что-то такое. Он говорит, ты идиот. Ну, и он потом оправдывался, Келлог, по этому поводу. Есть ли, на ваш взгляд, уже четко обрисованные сроки окончания войны? Смотрите, картина, которую вы обрисовали, страшная. Страшная. Однако, давайте тоже накладывать ее на определенную реальность. Многие проводят параллели с прошлым веком, примерно эти же года, ну, примерно имеется в виду, там, революция красная, то есть октябрьская. Там же, понимаете, в чем дело? Все говорят, а что было двигателем? Да? И там начинают Ленин, там декреты, идеология, там рабочий кредит. Нет, декретом была реальная жизнь. Сейчас... Двигателем. Ну, да, двигателем, да. Не декреты, а реальная жизнь. Не матросики, которые там что-то хотели воевать, не хотели воевать, да, в рамках вот этой мировой войны, а реальная жизнь на земле. Когда создавались вот эти рабочие советы, когда люди, крестьянские советы, когда они вот это вот, да, и, в общем, и шли к новому, да. Это потом поэтично воспевали там в советской разного рода, даже романистики, да, то есть там соцреализм описывали и так далее. Но тут важен другой момент.
сейчас украинцы, кажется, подходят к вот этой жизни реальной. Сейчас вот эти роскошные инфлюенсеры, ну, у которых как бы роскошная жизнь, все хотели быть на них похожими. Какая-нибудь повар из мастер-шефа, какой-нибудь там, не знаю, там, певец или какой-нибудь там юморист или кто-нибудь там, да, который там зарабатывает деньги относительно легко, имеет славу, рекламной интеграции, и все хотят быть на него. Продукт вот этого глобалистского мира, они в шоке. Они сталкиваются с этой жизнью, с реальной жизнью, о том, что, простите, уже не будет никакого там донатика или что-то еще, или каких-то там рекламных интеграций, и уже никто на тебя не хочет быть похожим. Все хотят, все смотрят блогеров и людей, которые там у себя в тех же соцсетях берут водопроводную трубу, отрезают с двух сторон, ставят вот эти свечечки, кирпичики там на... Ну, вы поняли, то есть как-то пытаются согреться. То есть все понимают, что они не в контексте, все... И вот с этого и начинается определенное бурление и волнение, с изменения порога ценностей, ну, не ценностей вот этих европейских, а практических ценностей, с изменения уровня потребностей. То есть очень прикольно было включить ТикТок и поржать над какими-нибудь там ужимками. Сейчас в ТикТоке ищут, как согреться. И как, ну, то есть это как пример, да. Плюс мы видим, что власть не справляется. Вот то, что было священное, мол, да, пускай они там воры, пускай они там негодяи, пускай... Но это типа наша власть. Сейчас уже люди подводят к тому, что подождите, а может наша власть хуже, чем условно там, да, враги и вот эти в рамках религиозной войны, ну, вот эти ужасные орки, которые там пришли на нашу землю, уже такие мысли высказывают эти инфлюенсеры. Как вы думаете, насколько эта вот история сейчас решающая с точки зрения отношения украинцев, украинского общества внутри страны к происходящему? Потому что Зеленский уже мчится в Давос, это тоже ведь надо понять. Не потому, что у него есть мандат от народа закончить войну или мандат от народа, а потому, что его Трамп вот так вот сделал, и поэтому он полетел. Это влияет впрямую. Самое, что не есть впрямую. И, знаете, тем не менее, вот в том, о чем вы говорите, я бы провел такую красную линию, может быть, вы и несколько другого взгляда, я не совсем, скажем так, почувствовал эту историю, да, но в моем понимании определяющим в политическом процессе являются настроения масс. Угу. То есть идеи, на самом есть такое мнение, и я во многом с этим мнением согласен, о том, что именно идеи и символы руководят массами. Вот. И массы, они заражаются идеями в разные времена, по-разному. Разные пытались там, кто-то философы, политики, там, аналитики, описать цикличность эту. Да? Вот у Платона, например, у него давно, 2500 лет назад, в его диалоге государства он описывает эту цикличность перетекания из демократии в авторитарный режим, а потом, значит, в диктатуру и обратно в демократию, и что эта цикличность постоянно происходит. Народы периодически заболевают то одним заболеванием, то другим. Мы заболели радикальным национализмом, мы заболели бандеризмом, и весь вопрос в том, сможем ли мы эту, осознав никчемность, вредность, вредоносность этой идеи, от нее отказаться, поставив во главу угла благополучие своего народа. Если это мы сможем, ну то тогда все проблемы решены. Если на самом деле массовое общественное сознание скажет: эй, стойте, все, хватит бредни рассказывать о том, що ми якась там єдина арійська нація у світі, про те, що нам усі винні, все, вот мы дошли до ручки. И, конечно, реальное дошествие до ручки, то, что эти цифры, их же больно слушать, эти цифры. 3000 домов стоят третьи сутки без отопления. Но вот мне, честно говоря, это трудно представить. Знаете, вот я, например, ну, как-то
не задумывался над... Я так осягал Киев, знаете, вот думаю о Киеве, как будто бы с высоты птичьего полета. Вот красиво, вот Днепр, вот Лавра, где-то разбросаны дома. А потом я попробовал представить квартал, в котором стоит хотя бы сотня домов. И я его пытаюсь обойти, этот квартал. И я иду, первый дом прошел, второй дом, третий. Я понимаю, что к сотому дому я упаду. 3000 домов. Вы понимаете, какой это массив? В каждом из этих 3000 домов живет от сотни до 400, 500, 600 человек в этих домах. Вот, и то есть это очень страшная ситуация. Но эта страшная ситуация, она в конечном-то итоге трезвит. Ну, трезвит. Ну, это правда. Это, это печальная правда. Но, к сожалению, нашему националистическому алкоголизму понадобился этот вытрезвитель. Это трагическая правда. Но вот именно когда сейчас смотришь, что ТикТок, что другие социальные сети, в конце концов, люди, набирающиеся смелости, которых не травят, хотя еще этих псов, травящих этих людей еще очень много. Да? Они загавкивают, забивают, пишут доносы там и тому подобное, но люди уже даже несмотря на это начинают говорить: эй, стойте! Куда мой ребенок пойдет учиться? В какую школу? Вот когда он будет вырастать. Где моя дочь, которая заканчивает институт, будет работать? На каком заводе мой сын будет трудиться? Слушайте, как они семьи будут создавать? Ведь все уничтожено. И ради чего? Призрачной идеи едина мова, едина нация, едина армия. Но, знаете, но не могу, конечно, не обратить внимание на то, что меня сейчас очень огорчают мысли, которые, я думал, они уже выветрились, которые сейчас начинают звучать в украинском парламенте. Это сборище каких-то странных людей, бывших парикмахеров, знаете, у которых нет никакого вот бэкграунда политического. Он никогда, этот человек, ну, собственно говоря, не руководил районной государственной администрацией, там, или, не знаю, еще каким-то маленьким политическим органом, органом государственного управления, а они там сейчас заседают. И вот множится идея, которую в свое время высказал Турчинов. Вот. Идея, которую в свое время поддержал Яценюк. Идея о том, с которой носились разные лидеры, не хочу им рекламы давать, там националистов, радикальных националистов, да, и сейчас начинают говорить о том, что, братья, а у наших заводов не осталось, фабрик не осталось, у нас ничего не осталось, но мы умеем воевать. И вот этот главный товар, наши солдаты, наш опыт, наша война, давайте мы этим и будем торговать. Но это, честно говоря, это катастрофа. Это катастрофа в том смысле, я думал, что это просто бред, но я начинаю смотреть, возникают разного рода публикации, под которым находится поддержка. Поддержка вот еще не до конца отрезвевших людей. И по этой причине я думаю, что и высказанная Тимошенко, хотя вы совершенно верно заметили всю политическую мою жизнь, я с Тимошенко были в разных совершенно лагерях, вот, отстаивали совершенно разные идеи. Тимошенко популист. И вот популист, и она всегда будет маркером, на который, в общем-то, стоит обращать внимание. И сегодняшнее, когда ей наступили на хвост, сегодняшнее ее революционное поведение и то, каким образом она себя ведет, говорит о направлении движения политического процесса. Здесь Юлии Владимировне нужно отдать должное, она всегда держала нос по ветру. Вот. И я думаю, что рано ее еще называть бабушкой украинской политики. Мне кажется, она еще что-то сыграет в политике. В общем, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Вот. И вот здесь я согласен с тем, что на самом деле просто ресурсов для продолжения войны у Украины к апрелю, маю и июню месяцу не будет от слова совершенно. Этих ресурсов не будет не только для продолжения войны, их не будет для обычного функционирования. Еще совсем недавно, я знаю, очень многие там звонили своим друзьям в Европу, звонили своим друзьям куда-то там по миру из Киева и говорили: да, у нас тут все прекрасно. Так, господи, война это где-то там, далеко, а у нас прекрасные рестораны, кафе, у нас прекрасные центры торговые. Ну вот, приплыли. Теперь у нас сотнями закрываются рестораны, кафе и крупнейшие торговые сети, торговые центры. И будет
еще хуже. Так что да, я думаю, что в войне осталось не более чем полгода. Хочу очень не ошибиться в этот раз. Очень хочу не ошибиться. Это, Так честно а говоря, не... что, смотрите, так а что является вот этим одним нерешенным вопросом? Вывод войск из Донбасса? Конечно, территория. Ключевой вопрос. Территории, потому что это, ну, это во всех совершенно направлениях важно. Вы знаете, мне, здесь молиться нужно. Молиться нужно на то, чтобы не произошло какого-то тяжелого удара, которым так хвастался Зеленский, что могут быть нанесены удары, в том числе по объектам ядерной триады Российской Федерации, да, чтобы не было каких-то тяжелых террористических актов на территории России, которые будут вести дорожки в Украину, чтобы вот этих вещей не произошло. Почему? Потому что чтобы Россия не изменила своих требований. Чтобы то, что на сегодняшний момент стоит, то есть то, как мы во всяком случае имели после Анкориджа, то, что во всяком случае подтверждалось и высшими политическими фигурами России, и самим Путиным, то, что Донбасс и государственная граница по линии Херсонско-Запорожской областей, там, где стоит фронт. Вот если это будет, если это в ближайшее время будет, и Россия не будет увеличивать свои требования территориальные, то тогда единственный вопрос, который остался, это вывод войск из Донбасса. И послушайте, вопрос этот, сложившейся ситуации, выеденного яйца не стоит. Этот вопрос, на самом-то деле, вопрос страха Зеленского потерять свою власть. Это вопрос страха Зеленского повторить судьбу Чаушеску. То есть Чаушеску и его жены. Это вот страх семьи Зеленского повторить эту трагедию. И, собственно говоря, единственный вопрос. Другого нет. И мне хочется верить. И, знаете, после того, когда я увидел Трампа в Давосе, мне хочется верить, что Трамп будет также последователен и жесток, как он был жесток со всей Европой. И, в общем-то, продиктует Зеленскому последнее требование, последнее условие согласиться на решение вот этого единственного вопроса и прекратить это. Прекратить этот ужас. Потом будем разбираться. Если нет. Это будет гуманитарная катастрофа мирового масштаба. Те 600 тысяч, которые сегодня выехали из Киева, если верить заявлениям, я думаю, ему незачем врать, собственно говоря, Кличко. Это те 600 тысяч, которые имеют какой-то притулочек где-то в каком-то селе. Те люди, которые могут где-то взять дрова, растопить и каким-то образом согреться. А 3 миллиона человек, ведь в Киев съехались люди, беженцы со всего Востока, когда они бежали и там осели в Киев. 3 миллиона человек, находящиеся в ситуации без воды, мало того, что морозы, пройдут морозы. Сейчас всякие подлецы заявляют, нам главное чтобы мы пережили морозы, а там все будет хорошо. Да остановитесь. Остаться без воды, без канализации – это в одно мгновение. То есть взрывообразную сделать ситуацию в эпидемиологическом смысле. 3 миллиона человек. Но это мы с вами сейчас говорим только о Киеве, о Днепропетровске, о Харьков, о Кривой Рог. То есть все областные центры, которые на сегодняшний момент совершенно полностью погружаются в состояние доцивилизационное. Если этого не сделать, если не пойти на мирные переговоры, то, во-первых, стрелять мы будем из палки и воевать мы будем, извините меня, резиновыми членами и лопатками. Не только Греция, извините, Христа ради меня за то, что скажешь. Но они теплые, ими можно обкладываться. Они теплые, да, Господи, прости, в окопе может помочь, да. Ой, Господи, прости, что такое скажешь, но это сумасшествие, честно говоря. Я не знаю, я думал, нас больше всех оскорбила это Георгиева, да, это директор-исполнитель Международного валютного фонда. Так нет же. Есть еще куда опустить украинца, как унизить его, да и не кто-то уже из-за бугра, те, которые считают наш IQ сравни там обезьяньему, да, а те, которые, в общем-то, наши, при власти,
которые на протяжении всего этого времени запаковывались, наживались на крови, наживались на войне, а она еще говорит: вот тебе член резиновый, прости меня, Господи, грейся. Вот, понимаете? Вот. Так вот, если это не будет остановлено, то воевать нечем будет. Братцы, я повторюсь то, что говорили многие великие. Для войны нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги, и в-третьих, деньги. У нас с вами, во-первых, денег нет, во-вторых, и в-третьих, у нас их никогда, собственно говоря, с вами не было. Мы никогда не были готовы к такому столкновению. И то, что, к сожалению, разрушили Стамбульские соглашения, и те, кто это сделал, они несут на себе кровь вот этих всех сотен тысяч погибших, или миллиона, я не знаю, или 2, мы еще не знаем этих цифр. Они на себе несут всю эту кровь, и гореть они будут в аду, эти люди. И я очень верю, и это очень необходимо, что мы дождемся суда над Зеленским, над этими предлагающими воевать лопатками и резиновыми игрушками там, и всем остальным, что они еще будут судимы. История должна дать ответ. Но нам сейчас нужен мир. Мгновенно, немедленно. Мир нужен еще вчера. Иначе та катастрофа, гуманитарная, экологическая катастрофа, которая разворачивается, она не когда-то придет, она уже пришла. Она уже начала свое шествие по городам Украины. Уже мы находимся в ситуации, когда люди вынуждены бежать и не боятся слова сказать, хотя некоторые прорываются голоса. Так вот, нам нужен мир. И, братцы, хватит. Ну, хватит уже верить тем, которые посылают вас на смерть, а сами своих детей учат в Лондонах там, или еще где-то. Хватит верить тем, которые говорят: я, Лукойль, меня уволили, я на фронт, значит, я на фронте буду. Где ты на фронте? Кто на фронте? Это подлецы, создавшие миллиардные состояния. Так рассказали, кто на фронте. Вирусится видео из Одессы, да, в общем, передает военный, причем с таким обезумием. Это же, понимаете, мне его даже жаль, этого военного, у него обезумевшие глаза, потому что он понимает, ну, он воюет, он на передовой, и он передает привет одесскому ТЦК. Говорит, 20 человек пришли, там, наркоманы системные, 3 аутиста и предпенсионного возраста старики. Вот это пополнение. Ну, то есть, да. А он... Все, кто случайно на улицу вышел, всех сгребли. Так, смотрите, а почему тогда, вот тоже парадокс, это же и Буданов говорит, это же и, ну, опять-таки, давайте, вот мы послушали Кита Келлога, Уиткофа, он же с Будановым встречался, и там еще с 2 гражданами Америки, Умеровым и Дэвидом Брауном, он же Арахами, да, они же все нам говорят: вот там остался один вопрос, вот там скоро все закончится, вот смотрите, вот. Так гребут же, как не в себя на улицах. Этих женщин уже, не стесняясь, поливают газом, мутузят, они там теряют сознание, падают. Тетки, ну, обычные женщины, которые там вступаются. И все чаще удается отбивать. Да, там выскакивают мужики, набрасываются, как-то освобождают человека. Есть такие там в Черновцах и еще там в других населенных пунктах. Но по большому-то счету этот гребень гребут же как не в себя. Если все заканчивается, зачем столько гребут? Вдруг выходит Федоров, говорит: у нас задача 50 тысяч в месяц русских уничтожать. Все. То есть, и ты такой сидишь и думаешь: я помню, это, ну, это, конечно, цинизм высшей меры. Ну, вот помните, там, Советский Союз, продразверстка, вот эти все, там, 5-летку за 3 года, надои увеличим, производительность труда. Вы когда говорите, и вам страшно, вы правы. Единственный, получается, процесс ну, в кавычках, производительный, это вот, как это, конвейер по уничтожению, конвейер смерти. Да. У этого станка смерти хватают всех подряд и засовывают: ты помните, статья за тунеядство? Ты тунеядец, ты не работаешь, ты не обеспечиваешь благосостояние наше. Хватит у тебя и давай там тебя насильно. А у нас вот это настолько уродливые формы приобретает, что ты, получается, ты кто? Ничего не делаешь, иди вон в армию русских убивать. И вот дали нам план 50 тысяч в месяц.
И причем это заявили открыто, а все сидят и думают, подождите, так мы же вроде как воюем за патриотизм, за независимость, за, ну, вот эту национальную историю, которая вам чужда, претит, и вы, ну, выше ее как бы разбивали риторически. Ну, а мы, получается, все идет для того, чтобы 50 тысяч россиян в месяц убивать. То есть вот основная цель. Да, то мы сейчас приходим к тому состоянию, когда интересы народа и интересы украинской элиты или псевдоэлиты, как их назвать, они диаметрально расходятся. Разница заключается в том, что у этой маленькой группки подлецов, которые сегодня руководят Украиной, у них есть инструменты власти. У украинского народа, к сожалению, инструментов власти нет. Вот. Ну и то, каким образом украинская власть действует, то, каким образом установлен тотальный контроль за инакомыслием, то, каким образом репрессии включены на бытовом уровне. Ведь этих мовных активистов достаточно есть, знаете, таких прислужников у власти, таких стукачей, которые всегда были, доносы писали, да, по которым в свое время были миллионы людей арестованы. Вот, так та же самая история. Вот, и по этой причине то, что вектора этих интересов различны, вот, только массовое общественное действие, массовое народное действие может что-то противопоставить вот этой зверской антинародной, антиукраинской власти, которая сегодня представляет Зеленский и вся банда вокруг него. Вот. Дойдет ли до этого? Не знаю, но пока до этого не дойдет, они будут выполнять свою программу, я имею в виду власть, которая действует против украинского народа, которая ведет конкретные цели. Верьте не словам, делам верьте. Вот не слушайте то, что вам несет там Перший канал, там, или как он там называется, да, единственный канал агитационный украинский. Не слушайте то, что вам несут бредятину, вот эти вот официально украинские лица, а оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг, верьте своим глазам, верьте тому, что вы видите. Верьте тому, как вы видите соседа или родственника, или батю, или сына запаковали и погиб он там. Вот этому верьте. Вот. И тогда правда, если эта правда будет доходить, и она сейчас, кажется, доходит, способна на это активное действие. Если нет, цель, которая стоит перед Зеленским и его бандой, сейчас, насколько мне известно, в кулуарах Верховной Рады разрабатывается проект, ну, в кулуарах, вернее, в комитетах Верховной Рады по оборонке разрабатывается проект закона, который позволит, внимание, ТЦК вместе с полицией вскрывать двери, если есть предположение о том, что ухилянт прячется в квартире. Ау, украинцы, внимательно, еще раз внимательно. По данным того же ТЦК и Министерства обороны Украины, около 2 миллионов украинских мужчин призывного возраста прячутся у себя в квартирах, не выходя на улицу. Родственники, жены, там еще кто-то приносит им питание. Они сидят в квартирах, не перемещаются. И вот, внимание, представьте себе эту ситуацию. А закон этот будет внесен 150%, потому что ему нужно, как они сказали, убивать 50 тысяч русских. Да? А если такую интенсивность войны предположить, то это означает, и столько же будет погибать и украинцев, если не больше. Да? Данные нам сейчас неизвестны, но можно предположить, что это 50 на 50. Так вот, необходимо еще новые рабы для этой самой войны. А как это сделать? Вскрыть ваши квартиры. Вот задумайтесь над этим. Вот каждого из вас, как того рака из норы, я не знаю, будут доставать, вытаскивать и бросать туда, потому что у них планы такие, цель их такая. Они по сути своей проводят программу уничтожения Украины. Они проводят программу геноцида своего собственного народа, украинского народа. Я не знаю, какие слова может найти политик, там, я не знаю, ученый, там, не знаю, кто еще может найти какие слова для того, чтобы в конце концов эта пелена, эта дурь националистического, радикального националистического вот этого ИГИЛ украинского, чтобы она выветрилась из ваших голов. Смотрите на окружающую действительность. Смотрите на окружающую действительность и оказывайте сопротивление.
Потому что без сопротивления, без активного гражданского действия остановить уничтожение Украины и украинского народа невозможно. И враг главный сидит на Банковой. Вот эти люди производят это уничтожение. И еще раз я верну вас к началу нашего разговора. К заявлению Уиткофа о том, что нас с вами превращают в скотный двор. На этом скотном дворе будут созданы прекрасные условия для того, чтобы, знаете, как Маркс когда-то там в 19 веке «Капитал», да, 1867 что ли год вышел его первый труд, первый том «Капитала». Так где он изучал, собственно говоря, эти производственные отношения и эксплуатацию? На фабриках, ткацких фабриках в Манчестере. Понимаете? Так вот, то же самое, братцы, будут как в зоопарк приезжать и изучать. Что происходит у нас с вами? Ну, когда-то нашей с вами стране. Она совершенно потеряет облик. Она станет мусульманской, буддийской, каких-нибудь там африканских верований. И будут функционировать, эффективно функционировать фабрики и заводы, которые будут производить. Сейчас Китай такое производит, а Трамп хочет это разместить прямо вот в центре Европы. Мысль гениальная, понимаете? Все ресурсы уже забрали, то есть Зеленский это все отдал, наше с вами, да? Когда недра в соответствии с нашей конституцией принадлежат украинскому народу, да кому на эту конституцию, кто из них обращает внимание? Плевать они все хотели. Уже более 200 законов, принятых впрямую противоречащих Конституции, и суды выносят решения по этим самым законам. Вот. Так вот, недра отдали в противоречие Конституции, а сейчас еще нашпаковать туда зону, сделать свободную экономическую зону, беспошлинную зону, завести рабочие силы, ограничить поток вот этих беженцев из Африки, беженцев из Средней Азии, ограничить этот поток и перенаправить его в Украину. И все. И вы понимаете, есть огромная фабрика Китай, которая питает Европу. Но Китаю нужно время. Это очень важное конкурентное преимущество. Вот мы говорили про Северно-морской путь. Да? Китаю нужно время. А тут и времени не нужно. Трамп наносит такой мощный и гениальный удар. На самом деле запустить и развить вот именно такую рабскую Украину вот, времен Карла Маркса, да, то есть рабов, эксплуатируемых этой машиной, ее можно развить на протяжении 10-15 лет. Да, это недолго. Ну, это да, нам это сейчас недолго. кажется, что это долго, а это недолго. Ну, Недолго. Да посмотрите, первый Майдан 2004 год, 22 года назад. 22 года назад. То есть в историческом лаге это мгновение. Ну и в историческом экономическом лаге. То есть если мы учитываем тенденции экономик, тенденции мировой экономики и национальных экономик, это недолго. Это как раз таки тот процесс, когда Америка себя максимально усилит. И ведь понимаете, что он делает? Он так как будто бы одной американской ногой Трамп становится в то самое место, которое нам с вами было Богом даровано. Богом даровано то место, которое связывало все транзиты Востока и Запада. Теперь он сам приходит и говорит, хватит, ресурсы отдали, все, наиболее работоспособное боевое население похоронили. Остальные, кто мог, сбежал, уже как-то там пообжились в Европе, братцы. Ну, теперь начинаем строить для нас. Это будут наши фабрики и заводы. На инвестиции, которые нам даст Путин из замороженных активов, мы как-то будем делиться. В результате часть этих заводов будет принадлежать России, часть нам. Рабочая сила дешевле вашей. Вон она есть, она в 5 раз дешевле, чем вы здесь. Мы их сюда завозим. И мы Европу вместо Китая снабжаем своими товарами. Послушайте, этот ход гениален. Тут нельзя не согласиться с тем, что этот, ну, по сути своей, фашистствующий президент Трамп, по сути своей, очень толковый практик, очень толковый экономист, который действует от земли, от того, каковы на сегодняшний день реалии и экономические, и геополитические. Василий Волга был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, подпишитесь на Волгу в Телеграм, поставьте лайк этому видео и большая просьба, напишите, вот с чем согласны, с чем не согласны. Кто-то скажет, да, что там вы утрируете, вот это все не так. А как? Пишите. Очень интересно почитать. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся. Добра всем.